Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Максим Гольдар на связи прямо сейчас. Максим, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые люди. Страстная пятница, преддверие Пасхи, большой праздник. И я вспоминаю, не знаю, как вы, но мне прям вспоминается, что до этой Пасхи, в принципе, должно было все закончиться. И вот оно заканчивается. Выходит Буданов и так и говорит: скоро все закончится. Верите Буданову? Верю, что скоро война закончится. Верю ли я в Буданова или Буданову? Ну, такое дело. Он же профессиональный разведчик. Я думаю, глупо верить профессиональным разведчикам. Не то чтобы это как актеры, у которых профессиональная деформация, и они лгут перманентно. Они не могут быть честными, потому что профессия с детства их приучила надевать чужие маски и потом не нести никакой ответственности за то, что ты проносил эту маску. Разведчик, он все-таки военный, поэтому я думаю, что как минимум в своей военной среде за слова они отвечают. Я сейчас рассуждаю с точки зрения психологии. Вот. Но в то же время разведчик, он на то и разведчик, чтобы использовать давнюю формулу, что полуправду намного сложнее отличить от чистой лжи. Поэтому резюме. Я верю в то, что война на исходе. Я верю в то, что мир между Украиной и Россией будет подписан. Я верю в то, что это не будет Зеленский представлять Украину, а будет другой человек или другие люди. Возможно, это несколько будет человек, подкрепленные, допустим, спикером парламента, возможно, исполняющим обязанности. По-разному может быть. Может быть, премьером. Вот в это я В верю. принципе, может и сам Буданов, а чего нет? Ну, если рассуждать, Александр, если рассуждать с точки зрения конституционных процессов, хотя сложно рассуждать в Украине с точки зрения конституционных процессов, потому что тот, кто называется сейчас президентом, 2 года как конституционно не президент. Но между тем, представить себе, если рассуждать с точки зрения конституционных процессов, то тот же Буданов, как руководитель канцелярии президента, офис, канцелярия, КЭР, одно и то же по логике вещей. Как руководитель канцелярии президента, он не подписант, он чиновник. Это то же самое, что председателя антимонопольного комитета попросить подписать. Или там министра внутренних дел, или МЧС. Такое. Хотя, конечно, может, всем скопом заставят подписывать. Но если к этому моменту он станет председателем парламента, и к моменту ухода Зеленского он станет в силу Конституции исполнять обязанности президента, в таком случае это возможно. Это с точки зрения конституционности процесса. С точки зрения хунтости процесса, условно, да, военные решили разобраться уже с этой темой, всех все достало, все утомились, и военные в первую очередь смотреть, как обжираются Печерские холмы, как воруют деньги, направо и налево их запихивают, распихивают. Вот если представить себе хунтость процесса, то тогда все возможно. Он армейский генерал, такое вероятно. Но, возвращаясь к вашему основному вопросу, я хотел бы сказать, что, несомненно, он очень информированный человек в силу службы, в силу местонахождения. Очевидно, что он... А помните, мы с вами обсуждали, что Буданов играет в свою игру, хотелось бы и Зеленскому этого или нет. Очевидно, что он играет в свою игру, и в этой игре, по-видимому, его поддерживают правящие нынешние круги Америки. Поэтому полагаю, что я больше верю в его слова, что скоро все закончится, чем в слова Зеленского о том, что готовьтесь воевать еще 3 года. Вот я бы так сказал, Александр. И дай-то Бог, чтобы так было. Как вы говорите, может быть, в преддверии Пасхи провидение все-таки смилостивится и получится так, как мы все хотим. Но здесь не столько проведение, сколько, наверное, четкий и выверенный план, который был известен еще заблаговременно. Но опять-таки здесь же все очень и очень ввиду объявленного перемирия
очень и очень опасаются дальнейших срывов, эскалаций, ударов или чего-то такого, что может сорвать вот этот процесс. Зеленский предлагает Путину продолжать перемирие, которое еще пока не наступило, но объявлено и Путиным, и выставляет это так, что вот я предложил, а Россия согласилась, и выставляет Россию таким образом, ну, скажем так, в свете догоняющий мирный процесс. Выставляет прежде всего перед американскими партнерами. Это Как несомненно. Ему надо показать, что да, я не против, я за мир. Все верно. Тут нет другого мнения. Что нужно, чтобы вот это пасхальное перемирие, короткое, с 16 часов завтрашнего дня, субботы, до конца дня или полные сутки самого воскресенья, чтобы оно продолжилось? Подписание мирного договора. Потому что не хочется извините, на языке была очень грубая фраза, но произносить ее не буду. Ну, в общем, подписание мирного договора – это и есть мир. А все остальное – это маскировка. Все остальное не приводит к кардинальным решениям, кардинальным результатам. То, что сегодня объявлено перемирие, вернее вчера, слава богу, это значит, что за эти хотя бы 1,5 суток меньше людей погибнет, больше живет, меньше взрывов и шума, слава богу. Но в целом, я полагаю, и русские это озвучивали, и их специалисты, и генералитет, они озвучивали, и их спикеры, они озвучивали это неоднократно, что никакого долгого перемирия мы не собираемся делать, потому что не видим в этом смысла. Зачем давать кому-то перегруппироваться, перевооружиться, освежиться, поменять там, войска на более свежие и так далее и тому подобное. Подвести снаряды, подвести боеприпасы. Они это озвучивали, и я полагаю, они этому следовать и будут. Более того, я настаиваю все-таки на каждый эфир это говорю у вас, на том, что 26-й год, по моему убеждению, будет для Украины, я верю в это, все-таки годом мира, либо годом намного более жесткой и кровавой войны, чем были эти 4 года до этого. Россия в силу кучи причин, и тоже в ваших эфирах мы их обсуждали, это и внешние причины, и внешнее давление, и проигрыши на дипломатическом фронте, и проблемы с внутренними элитами, и проблемы в том числе с внутренними ястребами войны, и проблемы с экономикой. Россия не будет себе позволять растягивать эту тему слишком долго. Более того, я уверен, что буквально максимум 5 дней назад российские власти, верховные власти, через разведсообщество, через дипломатические коридоры атаковали и европейские бонзы, и турецкий султан и его приближенные с вопросом о том, как долго вы планируете еще это все растягивать. Я думаю, Трамп задает этот вопрос Путину перманентно. Началось это еще до Анкориджа. Возможно, он ему задает его и сейчас. Потому что... А почему я сказал 5 дней назад усугубилась эта тема, и даже европейские лидеры тихонечко начали спрашивать, ну сколько еще планируете заниматься войной в Украине? Потому что очевидно стало, что тот режим, который сегодня пытается консервироваться в Киеве во главе с Зеленским, он может стать не совсем управляемым и опасным для экономических интересов и Европы, и Турции. Я имею в виду диверсии на газовых потоках, я имею в виду попытку подрыва и подрыв танкера в водах турецких, я имею в виду массу последних событий, в том числе полетов, перелетов беспилотников с территории Европы, украинских беспилотников. Оно вроде бы звучит с точки зрения военной неплохо. Ты смотри, как смогли, запустили оттуда, убедили или договорились, или обманули, как обычно. Но
неважно, поимели результат. Но с точки зрения даже среднесрочной перспективы, это может грустно отразиться на Прибалтах в первую очередь. Россия вслед за Украиной, когда закончится все-таки война в Украине, может сказать о том, что, а смотрите, помните, с таких-то стран Прибалтики к нам беспилотники летали и наши порты взрывали. Это для нас такая же трансцендентная долгая опасность, с которой нам нужно разобраться, и будут разбираться. И не будет работать здесь 5-я статья НАТО. Я сейчас, может быть, немножко забегаю вперед, но между тем не будет она работать. Не будет ядерной войны из-за 2 или 3 стран Прибалтики. И я думаю, что в Прибалтике есть умные люди, которые тоже отдают себе в этом отчет. Резюме. Россия не будет заканчивать войну в Украине просто договоренностью о том, что войска Украины уйдут из Донбасса. Не будет. Потому что, по большому счету, в таком случае это то же самое длинное перемирие, которое потом обернется заново военным противостоянием. Россия этого не хочет, да и не может себе позволить. Она будет добиваться своих целей. Чтобы не повторять как мантру те цели, которые они озвучивают по телевидению у себя, я просто скажу, что для них априори смена нынешнего режима по большому счету равняется выводу войск с Донбасса. Это не меньшая задача и не меньшая цель. И эта цель уже кругом обозначена. Просто она еще не исполнена, но они ее будут добиваться. И это будет обязательным условием для подписания мирного договора. Резюме. Для того, чтобы был мир, нужно подписывать мир. А перемирие это не тот вариант. И он, если и сработает, этот вариант, то только вот на мой взгляд, на эти несколько дней, на пасхальные дни. Ну и то, дай бог. Да, конечно, никто не обольщается, и СБУ предупреждает, ну и, соответственно, на российской территории тоже, в общем, гремят взрывы, летят беспилотники и по той, и по другой стороне, но всех призывают быть на Пасху осмотрительными, потому что и теракты, и, собственно, вообще, в принципе, опасное время. Однако сам факт перемирия, наверное, все-таки позитивный, более позитивный, чем негативный. Но меня очень интересует разобрать две таких вещи. С одной стороны, эти войска, о которых говорит сам Зеленский, говорит, елки-палки, уничтожаем столько, сколько россияне призывают ежемесячно, а они все прибавляются и прибавляются. Стратегические резервы живой силы где-то усмотрел Зеленский. Причем интересно, что, усматривая эти некие стратегические резервы живой силы, поймали уже конкретно на вранье по поводу отчетов Федорова, сравнив просто цифры, которые дает Федоров-Зеленский, и официальные сводки Генштаба, которые все уже отмахнулись от них, да, но в Генштабе, который любит приукрасить все эти годы, ежемесячно, ежедневно, как-то меньше даже, чем заявлено Зеленским. Явно нужно выглядеть мощно, явно нужно выглядеть потужно Зеленскому на фоне того, что происходит. Именно поэтому он говорит, ядерное оружие было ошибкой отдавать. Именно поэтому он говорит, что лучшая гарантия безопасности это, конечно же, НАТО, да, это, конечно же, какие-то базы на территории Украины. И чем триггерит, конечно, вообще в принципе любые условия, ну, скажем так, установления мира. Непонятно, какую игру ведет сейчас Банкова, и прогрев похабного мира не ударит ли бумерангом по самой власти? И что они делают, на ваш взгляд, чтобы этого избежать? Касательно цифр, о которых вы упоминали, я согласен с тем мнением, что бессмысленно анализировать официальные данные Зеленского и Генерального штаба о том, сколько потерь несет российская армия, потому что это вранье. Очевидное вранье. И об этом вранье проговариваются и украинские генералы, и американские наблюдатели. И Трамп соглашается с мнением Путина о том, что 1:5, примерно 1:6 потери не в пользу Украины. И цифры тех тел погибших
которыми обменивается постоянно российская сторона с украинской стороной. Каждый раз коэффициент 1 к 20, 1 к 30, 1 к 25. Русские передают 1000 условно убитых украинцев, украинцы передают туда 40 или 50. И так, и это постоянно, это не один раз. Это точно так же говорит о том, что цифры, которыми напичкивают общественность и средства массовой информации рупоры Генерального штаба и рупоры Зеленского, это неправдивые цифры. Они не соответствуют действительности. Это раз. Два. Несомненно, для того, чтобы продать товар, а Трамп назвал Зеленского прекрасно, как там, великим торгашом, да, или самым великим торгашом. Несомненно, чтобы продать товар и чтобы получить за него деньги, нужно максимально товар разрекламировать, максимально навести лоск, ну и тогда его втюхивать. Он этим и занимается. И занимался все эти годы. Жаль только, что товаром давно стали жизни людей. Я уже не говорю о территориях, о разрушенной инфраструктуре, о разрушенной индустрии. Такое, оно строится, когда люди есть. Жаль только, что товаром стали жизни людей. И судя по тенденциям, которые происходят сегодня, пока ситуация в этом смысле со стороны банковой, как вы говорите, не меняется. Людоловы работают, людей пакуют еще более жестко, чем паковали до этого, и отвозят на передовую. Зачем, раз все заканчивается? Это у одних все заканчивается, а у Зеленского не заканчивается. Мы с вами обсуждали уже, я думаю, что просто не нужно рассматривать иную версию. Она есть одна, и она уже апостериори, она уже доказана, эта версия, что он представляет собой человека или набор людей, которым как раз война нужна, она выгодна, и без нее никак. Он в это и играет. Он максимально сегодня выполняет задачи по милитаризации и пытается это сделать для того, чтобы дали деньги. Как они поступают с деньгами, вы знаете отлично без меня. Как эти деньги разворовываются, точно так же знает украинское общество. И я надеюсь, украинская армия это тоже знает. Поэтому он делает свое дело, плюс выговаривает какие-то для себя личные гарантии. Этого иного быть не может. И вот знаете, здесь в свидетели своим выводам я привлеку человека, который его знает замечательно, который его видел на расстоянии вытянутой, наверное, кисти, а не руки даже. Его бывшего пресс-секретаря. Она буквально позавчера сделала замечательное заявление, сказав о том, что это, кстати, отличная зарисовка к его психопортрету, который как-то в интервью с вами я подавал. Так вот, она говорит вот о чем. Как профессиональный актер, он обещает, рассказывает, обещает. Но как только разговор заканчивается, моментом маска слетела, он забывает и не выполняет того, что обещал. Сначала это всех приводило в ступор. Никто не мог понять, что это такая за стратегия. Это не стратегия. Это та самая профессиональная деформация, с которой он уже справиться не может. Это потенциальный обманщик, причем профессиональный обманщик. И он это делал всегда, начиная, я имею в виду на государственном поприще, начиная с 2019 года, обманув тогда избирателей. Потом обманув, кстати говоря, Путина. Почему у них контакта нет и не будет никогда? Потому что в 2019 году он поехал во Францию на нормандскую встречу. И там не просто пообещал, он подписал бумаги об исполнении формулы Штайнмайера. Это формула практически, это такая лайтовая формула, лайтовый вариант Минских соглашений. Но этот лайтовый вариант, который немец Штайнмайер предложил, и 4 руководителя с ним согласились, Зеленский, Путин, Макрон и Меркель.
этот лайтовый вариант привел бы к тому, что не было бы войны. Ее бы не было. Начни исполнять эти обязательства. Зеленский тогда пообещал. Потом он покривлялся. Помните эти видео, когда там Путин выступает, этот сидит рядом, кривляется, корчит рожицы. Зачем так делать? Но между тем, резюме. Я думаю, для Путина не это было важно, а то, что его там кинули, обманули. А в их среде к этому не привыкли. И в 2020 году в одной из своих программ на КРТ, после этого КРТ закрыли, и программы мои закрыли, я сказал о том, что Путин никогда не будет встречаться с Зеленским. Никогда. Потому что для него это будет унижение. Ну, конечно, на равных. На равных никогда. Могут быть некоторые моменты, при которых он с ним встретится. Но это не будет встреча на равных. К чему я привел сейчас мнение пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель. Она сказала, он когда уходит со сцены, это как вот актер, он сыграл роль. И все. Он же никаких обязов перед зрителем не имеет. Так и Владимир Зеленский, он относится к жизни. У него нет обязов ни перед людьми, ни перед политиками, ни перед страной, ни перед чем. Кроме одного момента. Это теперь ради этого я рассказывал историю о Мендель. Кроме одного момента, говорит она. Там, где речь идет об бубновых интересах, о деньгах, вот тут он и его окружение работают скрупулезно, тщательно, доводя ситуацию до выгодного финала. Когда он говорит, а выгодный финал для него это первое – заработок, второе – гарантии безопасности, которые с каждым разом становятся для него все меньше и меньше. Но вы видите, он из тех людей, которые могут рисковать и играть на повышение ставок. Он сегодня играет на повышение ставок. А между тем вокруг него эти ставки понижаются. И его ставки точно так же понижаются. Американцы разыграют украинскую коррупционную карту обязательно в преддверии выборов. Обязательно полетят головы в Америке тех, кто хотел своровать американские деньги, деньги американских налогоплательщиков, разделить их с украинским режимом и потом эти деньги использовать в предвыборной борьбе против Трампа. А это по американским законам вмешательство в выборы президента. И это очень жестоко наказывается, не говоря уже о том, что это хищение денег, мошенничество с ними и коррупция. Поэтому в данном случае он пытается играть на повышение, но я думаю, что он уже допустил большую ошибку. Он недавно критиковал вице-президента США Венса. А я думаю, что стоило бы подумать о том, что если нелюбимый им Трамп уйдет, то Венс очень возможно, скорее всего, может стать не просто следующим президентом, но еще, я имею в виду выбранным, но еще и успеть поисполнять обязанности президента, будучи вице-президентом. И такое тоже возможно. Я сейчас не хочу отклоняться от темы и переходить в американские какие-то политические интриги. Но между тем такое тоже возможно. Не говоря уже о том, что Венс назначен национальным куратором борьбы с финансовым мошенничеством и с коррупцией. А когда речь идет о сотнях миллионах долларов, которые слили в Украину, то однозначно здесь система правосудия их сработает. И еще один момент. Вот это, хотел сказать, ваша реплика, но я так понимаю, вы ее ретранслировали. Да? Его реплика о том, что если бы было бы ядерное оружие, ничего бы такого не случилось. Нет. Ядерного оружия в Украине не стало в 1994 году. Там было какое-то еще время на то, чтобы произошла утилизация остатков и вывоз, развоз и уничтожение. В 1994 году. Не в 1995, 96, 2001, 2010, 2013, 2014 не было войны в Украине. И Россия не нападала на Украину. Более того, Россия давала Украине дешевые энергоресурсы, которые позволили Украине после тяжелых 90-х встать на ноги и развить свою индустрию. Помните об этом, уважаемые люди, помните об этом, вспоминайте.
Нет, Стало быть, не вспоминают, Максим. Нет. а надо, тогда, Вы же хорошо, я понимаете, напоминаю, как, напоминаю. как делалось? Вы же понимаете, как сейчас это происходит? Зеленский так ведет себя ровно для того, чтобы никто не помнил, что было до Зеленского, никто не представлял, как будет без Зеленского. И вот эта риторика, мы тогда самое меньшее, что могли бы получить взамен своего ядерного статуса, это членство в НАТО. Какое НАТО в 94-м, 95-м, 96-м году? Ну это же нонсенс. Это не нонсенс, это ложь. Это просто ложь. Это, вы правильно сказали, хорошую картинку он выстраивает, что с ним страна есть, без него страны не было и не будет. Как раз наоборот, с ним ее не будет. И это слишком уже стало очевидным. Но я хочу еще раз напомнить. Украина ушла тогда от ядерного оружия. Да, сейчас не эту оценку даю, а оценку другому. Не было войны в Украине. Пока власть в Украине не получили национал-предатели, которые за титулы и за деньги, и за чужие гражданства стали продавать интересы страны и превратили страну в инструмент для борьбы с геополитическим противником, в инструмент для борьбы в чуждых для Украины интересов, в чуждой Украине борьбе, вот с этого момента началась беда. Не с ядерного оружия, точнее его отсутствия. Вот и все. Так надо отсчитывать, так надо смотреть, туда надо смотреть. Они пытаются сейчас скрыть свои преступления против национальных интересов Украины рассказами о том, что это в 1994 году Кучма виноват, это он все подписал, а мы вот такие вот остались, вот видите, а вот если бы там это... Да ничего похожего. Прекрасно жила страна, прекрасно развивалась. И в 2013 году, в 2013 году нормально договаривались с Европой о экономическом сотрудничестве. И продукция Украины шла в Европу в том числе. Только не исключительно сырье, но уже и товары с добавленной стоимостью. Не говоря уже о том, что наша продукция, особенно индустриальная, пользовалась спросом и продавалась в России. И оттуда заходили деньги, ну и так далее и тому подобное. Так что это все вранье насчет того, что нам бы ядерную бомбу и все было бы отлично. Не было бы отлично. У нас было бы отлично, если бы те, кто назывался премьер-министрами, министрами, депутатами, президентами, не предавали интересы страны и не продавали интересы страны. Так они Вот все тогда было бы остаются. отлично. Они же все остаются. Смотрите, у нас есть Буданов, который говорит и задается вопросом, ой-ой-ой, а что это такое? Ну вот, а в чем проблема? То есть люди вроде как по опросам и все такие потужные, хотят воевать, защищать страну, а все бегут от мобилизации. У нас есть ну, вот такое заявление, да, от Буданова. У нас есть абсолютное варварство, да, вот что касается людоловства, которое, ну, с ним же все такие риторически так борются, а на самом деле никто не позвонит из вертикали армейской и не даст команду, чтобы это остановить. Никто же не останавливает. Никто. И делают вид, что это вроде как, ну, мы одни, вот у России, тут же Буданов говорит, у России нет проблем с ресурсом мобилизационным. А вот мы одни, мы вот такие бедные, несчастные, решаем этот вопрос, как решаем. Но наступаем на горло и унижаем своих граждан. Причем интересно, что вот это вот противоречия, они сквозят и у Зеленского, и у Буданова. Но они остаются, Максим, они остаются. Это Они кто? Противоречия или люди? Они эти люди. Эти люди с чужими гражданствами, эти люди с чужими интересами. Яркий пример вам, пожалуйста. 2 дня назад Ермак у себя на страничке, которая не такая уже, конечно, популярная, как была раньше, но тем не менее, зарегистрирована общественная организация, название «Справедливость для Украины». В Комитете Национальной ассоциации адвокатов Украины мы работаем над системными решениями. Политика, подходы, законодательство. Общественная организация – это продолжение этой работы. Речь о военных, пленных, семьях, детях, их реальных юридических вопросах, статус, выплаты, защита, компенсации. Среди учредителей я.
а также военные юристы с практическим опытом войны и правозащиты. Ну и перечисляет там Артем Дыбленко, Юлия Степаненко, Татьяна Кан, полноценную работу с офисом и первыми кейсами планируем начать уже в мае. Где? Где Ермак в форме, в разгрузке, в окопе где-нибудь на запорожском Ну направлении? как, он недавно был там с Шоном Пеном. Куда он там, в Харьков ездил? Ну а чё вы Ну, то есть смеетесь? Ну, это же струя в глаза вот этих людей. это правда. Ровно как на футболе мы видим за спиной Ахметова, который там прощался с Луческу, да, на стадионе, кадр, когда сзади него Шефир. Не в Украине, а на футболе, все понимают, да? То есть Шефир, тот, против которого анонсировали 3 недели назад, помните, вот сейчас Да-да. подошли близко-близко. Но это же еще одна струя в глаза вот этим людям. Я с вами согласен. Буквально позавчера одному из своих зрителей я отвечал на вопрос о юридической ответственности политиков. В Украине ее нет. Нет такого понятия юридическая ответственность политика. Нет понятия, почему он не отвечает за неисполнение предвыборных обещаний. Нормально ли это? Нет, не нормально. Правильно ли это? Нет, неправильно. Сложно ли привлечь к ответственности политика и обсчитать ущерб неисполнения им своих обещаний? Несложно. Говорю вам как прокурор, говорю вам как аудитор. Есть люди, которые классно выведут цифры. Если кому-то нужно, сколько Украина потеряла в долларах или в евро от того или иного мудака в политическом кресле. А я говорю, а есть классные юристы, которые это все подведут под великолепные нынешние статьи Уголовного кодекса. Даже нынешнего, не переработанного Уголовного кодекса. Просто это нужно сделать. В Украине с момента ее незалежности с 1991 года понятия юридической ответственности политиков не существовало. Нужна ли она? Несомненно. Есть понятие в теории права: закон, ухудшающий положение, обратной силы не имеет. Ну, условно, Александр, вы получаете пенсию, условно, 15 тысяч, условно. А вышел закон, который говорит, денег нет, теперь вы будете получать 8 тысяч или 7 тысяч. Нет, на вас такой закон распространяться не будет или не должен, потому что он ухудшает ваше положение. Есть такое понятие в теории права. Но моя глубокая убежденность заключается в том, что подобные нормы и подобные теории не должны работать в отношении лиц, из-за которых разрушается страна и гибнут люди. На них должна распространяться другая норма закона или другая норма теории права. В отношении них любой закон, ухудшающий положение, должен иметь обязательно обратную силу. Априори так должно быть. Каким образом это сделать? Понятное дело, вы сейчас приводите в пример Ермака в общественной организации или с Шоном Пеном. Ну, действительно, правда, это вот издевательство над украинским народом. То есть, ну, вы быдло, а мы вам расскажем очередную сказочку. Или киношку прокрутим, клипик покажем, как с Шоном Пеном рассекаем. Ну, потому что вы быдло, вы промычите в лучшем случае. Это они так к людям относятся. Это как вот то чучело, которое... Начальник этой экоинспекции, который сказал, что откуда 700 тысяч наличными долларов? А это у бабки на даче нашел. Бабка у меня спрятала, а я нашел. Теперь вот они у меня. Это же из той же серии. Ему глубоко похеру, что о нем подумают люди. Ему это не интересно, потому что его отношение к людям, к народу Украины как к быдлу. И тут это из той же серии насчет Шефира и стоящего на похоронах Луческу. Возможно, они там дружили и так далее, но я думаю, что там другие есть отношения и связи между окружением Зеленского и самым богатым олигархом Украины. Совершенно другие. И понятное дело, что Зеленский подобные нормы права не примет. Потому что от них он тогда будет страдать и зависеть. И это должна сделать
новая украинская власть. Я понимаю, что вы мне сейчас зададите вопрос, кто конкретно. Не-не-не, я не такой вопрос На него задаю. вы получите, если зададите такой ответ, получите на него вопросы, получите на него ответ. Вот вы, например. Я, Не-не-не, например, кто-то смотрите. еще. Да, ну, если не вы, то я точно. А я вам... Потому что, сейчас закончу, Саш, мысль просто закончу. Обязательно это нужно будет делать. Обязательно нужно будет принимать решение о юридической ответственности политиков, финансовой, уголовной ответственности, о поражении в правах их и членов их семей, чтобы они знали, чем они рискуют. Продал страну, твои дети полуграждане уже. Продал отрасль, твои дети Нет полуграждане. ценности. Смотрите, нет ценности в этом гражданстве. К большому сожалению. И это серьезный аргумент для тех, кто получает совершенно... И давно получают, и вербуются, и как бы... Ну, для них нет ценности этого В гражданства. современном, в нынешнем виде, да, нет. Но я верю в то, что можно воссоздать нормальную страну. И можно привлечь к ответственности тех, кто, как вы говорите, на стадионах рассекают или чувствуют себя хорошо за рубежом. Можно. Исторический пример этому есть. И вам отлично известно, как работали с нацистскими преступниками спецслужбы Израиля. Как работали с нацистскими преступниками спецслужбы Советского Союза. Все это работало, и значит будет работать, и может работать и сейчас, и против тех, кто до этого распродавал. И, конечно, сегодня Украина приведена к тому историческому состоянию, которое, как вы назвали, в виде факта отсутствия ценности даже гражданства этой страны. Сегодня это так. Но ведь это же не просто так произошло. Оно же не с неба упало. Не колдунья какая-то наколдовала. Это же сделали конкретные люди, конкретные враги нации, народа, страны, государства. Поэтому их не просто можно, их обязано будет привлекать к ответственности, когда бы это преступление они не совершали. Обсчитать, повторюсь, и экономически, и юридически момент совершения ими преступления и правильно расписать, как это было сделано, поверьте, мы сможем. Смотрите. Сможем, это все реально. А дальше уже будет задача специальных служб – находить и наказывать. Сейчас очень много разговоров, и вот опять-таки я всех отправляю к... Помните тот период, ноябрь, по-моему, кажется, ноябрь, когда вот эти дедлайны, Пасха только, да, вот, ну, в общем, в медиа проявилась. Тогда была такая четкая формула, что этот мир, который там наступает, будем надеяться, конечно, не после перемирия сразу, понятное дело, но в ближайшее время там Зеленский, я думаю, вы видели эту информацию, как он трактовал все, что, в общем, до августа. Но он до августа говорит, что до августа мы будем интересны вот этим людям, которые поддерживают войну в Украине, партии войны, глобалистам и так далее, потому что это предвыборка тогда начнется, и, в общем-то, ну, в принципе, все будет понятно примерно к августу, сил, да, расстановка, и просто не будут поддерживать вот эти ястребы. Ну, вот так я считал, да, вот его вот эти размышления о том, что апрель, май, июнь, в общем, трехсторонняя встреча. Понятно, он выставляет, что Россия там проигрывает. Смотрите, вспоминаем формулу где-то так примерно ноябрь. Мир не будет выгоден никому. Вот смотрите, России не выгоден этот мир. Зеленский даже говорит, они блокируют Телеграм. Сегодня, правда, там 95% по графикам, по трафикам. Хотя многие пишут, что у них был Телеграм, и все, в принципе, нормально. Попытались блокировать. Сейчас российские соцсети в том же Телеграме полнятся вот этими скринами черновиков. Ну, то есть, кто о чем хотел в черновиках себе писал, о чем хотел написать пост, вскрываются эти все паблики. То есть, одни говорят, что это Дуров, он вступил в очередную конфронтацию, да, на своем поле с WhatsApp, как бы такое провернул. Другие говорят, что это российские айтишники, просто взламывают и могут так взламывать личные переписки. То есть, вообще беда-беда. Но это отдельная тема. И вот в этом ключе сейчас очень важно, что рейтинг Путина, ой, в ЦИОМ пишет, упал. То есть Зеленский говорит, они или к миру готовятся непопулярному, или к мобилизации непопулярной. Ну, понятно, он держит интригу, он лицедей. Но России неприятен, условно, вот этот мир, который происходит, очень нервно реагирует. В Украине идентично, да, но в Украине нашли канализатора, это ухилянты.
Об этом и Буданов говорит. Говорит, ой-ой-ой, вернутся люди с фронта, скажут, а где ты был, на курьера, таксиста и так далее. И, в общем, не власть виновата, ухилянт виноват. И это будет новая, условно, такая поствоенная промежуточного этапа перемирия, вот такая политика. Во всем виноваты ухилянты, туда надо спустить пар. Не на власть, не на коррупционеров. То есть, смотрите, Россия недовольна, Украина недовольна. Мы с вами, да, тоже ведь для нас есть очень тяжелый компромисс. Вот я о нем и спрошу. Согласны ли вы, чтобы в Украине настал мир, но у власти остался Зеленский? Такого не произойдет. Я даже не знаю, что я должен здесь еще доказывать. Я все свои выступления посвящал тому, чтобы объяснить причинно-следственную связь, почему Зеленский и мир – это антагонисты. И мне думается, все достаточно на виду. Зеленский... Ну, попробую очень коротко, чтобы не забирать ваше время. Зеленский, получив власть, зайдя на вершину ее, не смог быть президентом в мирной стране. Через 2,5 года он растратил весь кредит народного доверия, он стал посмешищем, он стал человеком, которого большинство из тех, кто за него голосовал, ненавидели. И это было справедливо, потому что ничего из того, что он пообещал на выборах, и благодаря чему люди за него в том числе голосовали, он не исполнил. Вообще ничего. Вообще. Ни одного пункта. Я думаю, что он, наверное, даже и не собирался этого выполнять. И не старался. Как говорит его пресс-секретарь, он, уходя со сцены, забывает о том, что он говорил. Как актер отыграл роль, побежал дальше следующую роль играть. Это было до 22 года. В 22 году, в феврале, все И, кстати говоря, у меня нет сомнений, что если бы войны не было, это моя точка зрения, но у меня нет сомнений, что если бы войны не было, то ситуация к концу 22 года, в 23-м развилась бы в досрочные парламентские выборы или в срочные парламентские выборы. И партия Зеленского проиграла бы. И он бы впоследствии проиграл на президентских выборах. И в парламент бы зашли тогда другие люди. У меня в этом нет сомнений. Я сейчас не буду называть фамилии, названия и так далее. Но это мои расчеты. И, кстати говоря, расчеты еще начала 22 года. Но тут происходит февраль, начинается война. Начинается война. Появляются бенефициары. Я имею в виду, появляются открыто уже, да, помните эту переписку Эпштейна с Ротшильдом, который говорил о том, что а там же все-таки закрутилось, там будет чем заниматься в ближайшее время. Помните, это же переписка облетела тогда весь мир. Все такие падальщики, они понимают, что будет чем поживиться. Задешево многое можно будет забрать. И вот здесь он оказался нужным, талантливым. Его каждодневное вещание небритого в этой в зеленой полуформе, это или как квазиформе, оно сыграло свою роль. Впоследствии его подхватили, ему начали писать оды в различных то есть о нем сформировали мнение на Западе, о нем сформировали мнение внутри страны. И вот здесь масть поперла. Ему позволили реализовать свои старые комплексы, месть, отмщение, жажда наживы, сумасшедшая жажда власти. Ему разрешили: на, делай, что хочешь, но твоя задача делать так, чтобы война не прекращалась. И он погрузился в это. Я никогда не занимался психологией актерства, но мне думается, что, наверное, наступают такие моменты, когда человек, сильно занырнув в какую-то роль, не может уже из нее вынырнуть. Он сам начинает верить в то, при этом он не становится настоящим, но просто он начинает верить в то, что он настоящий, что он такой есть, и ему Богом дано заниматься, допустим, госуправлением. Поэтому
все плюшки в виде богатства, в виде реализации детских комплексов, в виде власти, в виде отмщения врагам, допустим, Коломойскому. А Коломойский с какого-то момента для него был ненавистен, это слишком очевидно. Все плюшки этот парень получил от войны. Но дело в том, что война – это такая штука, которая пропитывает все эти плюшки, в том числе кровью. И какой бы ты глупый ни был, понимание того, что за это придется платить, и платить не сотнями миллионов и не только миллиардами, а чем-то намного более глубоким, близким, оно все равно приходит. Поэтому я думаю, что в данном случае он априори осознает то, что момент обратки будет. Он осознает то, что в мирное время он никудышный президент. Он осознает то, что вопросов возникнет тьма, как только война закончится. Врагов тьма, причем среди своего собственного окружения и бывших советников в том числе. Поэтому для него, чем дольше эта шарманка будет играть, тем он на виду, на месте. Плюс для него официальный титул – это все-таки еще и какой-то международный иммунитет. Иммунитет от наказания, иммунитет от преследования. Как только официального титула не будет, все, финита ля комедия. И тут же ему вспомнят, вопрос даже не в коррупции украинской, и даже не в американской, но тут же еще моменты диверсионных задач и попыток реализации, которые прошли по всему миру. А многие руководители стран, если об этом и не говорят, то, уверен, оперативно-розыскные дела уже позаводили. И просто ждут, когда иммунитет канет в лету. Поэтому, если подводить черту, то я считаю, что он противник мира. Я считаю, что мир в Украине будет. Я считаю, что подписывать мир будет не он, а другой человек или другие люди. Причины я изложил. Самое главное, Александр, когда вы... Вот представьте себе, вы с кем-то подрались. Сильно подрались. Может быть, и не вы победили в этой драке уличной. Но вы понимаете, что завтра у вас опять, возможно, эта драка, а возможно и нет. И вы понимаете, что оно не нужно ни вам, ни вашей семье. И, наверное, и тому особо не нужно. Если вы это все понимаете, так случилось уже, да. Вы пойдете договариваться с этим человеком и протянете ему руку и предложите, как минимум, предложите и скажете: слушай, ну давай заканчивать. Давай заканчивать. Не нужно это ни тебе, ни мне. Когда Зеленский говорит о том, что его приглашают в Москву, а его приглашали туда трижды. И если бы он хотел, чтобы был мир, он бы уже давно был там. Мы тоже с вами это обсуждали. И обсуждали то, что не тронул бы его там Путин. Ничего бы там с ним не случилось, ничего бы не подсыпали, не стрельнули и так далее. Не нужно это Путину. Именно в такой вариации бы не случилось. И если бы он хотел мира, то в марте 2022 года не было бы развернута украинская делегация из Стамбула, где уже практически подходили к тому, чтобы заключить все-таки мир между Россией и Украиной. Ну и так далее. Я могу в ретроспективу заныривать. Все его поступки говорят о том, что мир – это не его тема. Война – его, мир – не его. Я даже вот что скажу. Недавняя его реплика о том, что наконец-то ми все-таки виб'ємо якісь мільярди там із Європи, бо це дуже потужна допомога нашій армії, я бы перевел ее так. Он очень боится, что армия останется без денег. Для армии он сегодня посредник между деньгами и ними. Нет денег, его функция для армии закончена. Он там, ну кто он там? У них там есть свои генералы. Солдаты верят в офицеров и в генералов, а не в ряженых артистов. А как только подобное бы произошло, это, скорее всего, спровоцировало бы
ну, ту самую военную хунту, или как минимум могло бы стать катализатором для военного переворота, чего он боится очень-очень сильно. Никакая карательная система, ни милиция, ни СБшники, никто, ни прокуроры, никто не может победить армию. Так не бывает. Армия профессиональна, многочисленна, хорошо вооружена. И если она поворачивает штыки против конкретного персонажа или режима, режим не выдерживает. Это исторически доказано. Поэтому вся его радость в том, что деньги наконец-то какие-то выделят, и он их перешлет армейцам и успокоит солдат и офицеров, именно этим и объясняется. Он же не сказал, когда о миллиардах европейских денег говорил, он же не сказал, что ой, наконец-то мы заплатим те пенсии, которые мы в апреле не заплатили. А в апреле не заплатили вообще-то пенсии 200 тысячам пенсионеров. Просто 200 тысяч пенсионеров не могут ничего сделать против карательного аппарата, выстроенного сегодня в Украине. А армия может. Вот и весь приоритет. Все на самом-то деле слишком очевидно. Достаточно на виду. Ну и отсюда, наверное, вот эта вся история о том, что давайте оставим армию 800 тысяч, не потому что там вот будут угрожать, а потому что люди привыкли получать зарплаты, воевать, они ушли со своих профессий, и они мало довольны Зеленским. Это хорошее наблюдение. Финализируя наш сегодняшний разговор, я бы хотел все-таки немножечко приправить его иранскими переговорами. Выходит Венс, и вот слово в слово практически, ну, очень, по крайней мере, похоже, говорит, в принципе, где-то вашими умозаключениями, вашими мыслями, которыми вы поделились здесь. Значит, если переговоры пройдут успешно, то США протянут руку Ирану. Значит, спасибо, что пришли. Ребята, привет. Доброе утро. С нетерпением ждем переговоров. Думаю, они пройдут позитивно. Значит, как сказал президент США, если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы, безусловно, готовы протянуть им руку. Если же они попытаются нас обмануть, то обнаружат, что переговорная команда не очень-то восприимчива. Мы это постараемся провести позитивные переговоры. Поэтому президент дал нам четкий указания, четкий план, посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, у вас будет безопасный полет. Мы обязательно ответим на ваши вопросы позже, а пока давайте садиться в самолет и отправляться в путь. Всем спасибо в аэропорту, на аэродроме, и вот так вот, скажем так, на аэродроме в Пакистан, да, в Исламабад летит Венс. И вот тоже, понимаете, вроде понимаете, не хватает вот этой легкости, да, вот этой легкости. Да, конечно, мы протянем руку. Это звучит как шутка, как сюрреализм. Но США еще подружатся с Ираном. Несмотря на кровную месть, несмотря на убийство духовного лидера. Это будет, понятно, не будет вот так, скажем так, в десна, прям мир, дружба, жвачка. Но даже вот этими легкими комментариями, которые многие, конечно, сочтут как ширму, потому что США расправится с Ираном, даже на Нетаньяху сейчас давят, чтобы он не бил по Хизбалле. И тот вроде как согласился, да, потому что перемирие, потому что переговоры. Кто-то скажет, что это уже было. Были же хорошие переговоры перед началом вот этой полуторамесячной кампании Трампа. Однако вот не хватает вот этого. Не хватает этой политической переговорной пластичности. Если договорятся, если не договорятся, вот сейчас, завтра, да, вот сейчас по Ирану, как это отразится на Украине? Помните книжку великолепную «Крестный отец»? По ней фильм был снят оскароносный. И там была такая сценка, а в книжке она озвучена была так. Когда мафиози сидели за столом и договаривались все-таки о прекращении убийств в Нью-Йорке, и в конце концов договорились, и Дон Корлеоне встал, а с другой стороны стола встал Дон Таталья, у них была кровная вражда, тоже погибли дети в обеих семействах. И они подошли друг к другу, обнялись, и дальше автор пишет. Да, эти двое вряд ли будут посылать друг другу на Рождество корзины с подарками. Но они хотя бы перестанут стрелять друг в друга. А это какая ни на есть, но дружба.
Если говорить об Украине и России, то хотя бы перестанут стрелять друг в друга, это уже хорошо. Люди перестанут убегать. Более того, простите, погибать. И насчет убегать. Люди перестанут убегать. Украина выхолощена сегодня, людей нет. Вы в позапрошлой программе поднимали вопрос о том, что женщины уже начинают на фронт тягать. Правда, они сейчас сказали, что это ошибка. Ай-яй-яй, мы ошиблись. Перепутали слово «человек» та «жінка». Так бывает. Мы же армия. Мы же генштаб, точнее. Так вот, люди могут вернуться. Поэтому это уже чрезвычайно важно для Украины. Это раз. Два. Я уверен в том, что на самом деле какие-то сакральные, что ли, или исторические, национальные, какие угодно связи, корни между нашими странами намного-намного сильнее и теснее, чем кому-то кажется. И это позволит улучшить, ускорить заживление ран, ускорить процесс примирения, ускорить процесс забывания. Тем более, если людям в нашей стране, как минимум, я о нашей стране сейчас говорю, явят впоследствии многих тех преступников, которые наживались на войне и привели к войне. Это тоже поможет, это тоже будет отчасти ускорителем, катализатором процесса заживления отношений между народами. Я верю в это. В конце концов, в 17 веке, в начале 17 века, когда еще Украина не была государством как таковым, это скорее квазигосударственное образование было, но тоже ведь были бийки, войны, и тогда казаки поддерживали поляков и татар, когда нападали на Московское царство. А потом все переменилось, перемололось, и появилась мука. В этом смысле слова. Это два. Три. Я сторонник того вывода, что США не получили в короткие сроки, на которые они рассчитывали, те результаты, на которые они рассчитывали за эти короткие сроки. У них не получилось победоносно выиграть войну в Иране. Да, они многое там сделали из того, что хотели, многое разрушили, но сломать народ, разделить его, вызвать там гражданскую войну, а потом приехать и забрать все, что у иранцев было, у них не вышло. Они в этом просчитались, это моя точка зрения. И они в том числе просчитались ситуацию с нефтью. Они хотели ее забрать, и они потом перестали стесняться и согласились с этим, признались. Не получилось сейчас пока забрать. Может быть, есть какие-то тайные переговоры, договоренности о том, чтобы Иран какую-то долю им отстегнул в тех или иных моментах. Я этого не знаю. И вы этого не знаете. Мы можем догадываться о том, что такое возможно. Сложно представить себе коммерсанта Трампа, который просто так выходит из бийки, из сделок. Но так как ситуативно для них складывается положение сегодня не очень хорошо, скоро выборы, американцы против того, что происходит в Иране в большинстве своем, целая армада умных американцев, влиятельных, которые поддерживали Трампа, окрысились сейчас на него и, скажем так, очень злобно дышат на него за эту войну. Дальше. Разрыв хозяйственных цепочек, которые точно так же ударили теперь по Америке. И, по-видимому, американцы это не совсем ожидали. И сейчас речь идет не только о нефти, а речь идет о сере, речь идет о производных минеральных удобрениях, химии, производстве металлов. Речь идет о давлении Китая, который говорит о том, что для нас война там это плохо, а у Китая сегодня редкоземельные металлы. Речь идет о том, что Пентагон, я так понимаю, повыстреливал очень большое количество своих ракет по Ирану, а оставшееся количество, по словам Трампа, дурак Байден передал Украине, и теперь у Америки с этим проблема, а для того, чтобы эти ракеты производить, нужны эти редкоземельные металлы. Короче говоря, к этому еще можно добавить
зарождение нефти-юаня, который может прийти на смену доллару, уход стран в золото, отказ от расчетов долларом, ну и так далее. То есть цепочка минусов продолжается. И эти все минусы на американском телевидении прокручиваются ежедневно врагами Трампа. Короче говоря, мне кажется, что они в этой ситуации, скажем так, попали копытами в жир. И вылезти пока оттуда не могут. И они стараются при плохой игре сохранить хорошую мину. И думаю, что они постараются это сделать. Они постараются договориться все-таки о таком более-менее выходе из этой ситуации. О замирении. Возможно, воинский контингент там останется. Тот большой, который туда нагнали. Возможно, содержание этого воинского контингента возложат на Иран, который, возможно, будет оплачивать из тех пошлин, которые сейчас Иран добросовестно собирает с кораблей, которые пытаются выплыть через Ормузский пролив. Все это больше вероятно, чем продолжение войны. Потому что очевидным стало, и мы, помните, об этом с вами говорили, что на сухопутную операцию они вряд ли пойдут, потому что перед выборами полить иранскую землю большим количеством американской крови они не захотят. У них остается один единственный вариант – это применение сверхоружия. Но пойдут ли они на это? Наверное, этого не хочет никто. Хотя я думаю, что они этот вариант рассматривали, подводя черту. Полагаю, что договор о мире будет заключен между США и Ираном. Полагаю, что одни для своего внутреннего потребителя, а другие для своего внутреннего потребителя будут рассказывать, что они выиграли эту войну и заставили противные стороны с этим согласиться. Для среднестатистического внутреннего потребителя это особо не важно, что там говорят другие. Поэтому эту пластинку, конечно же, включат. Полагаю, что для команды Трампа выгодно, чтобы Венс выглядел хорошо на этих переговорах и вернулся в Америку. Человек, который принес мир и разобрался с ситуацией. Почему? Потому что я считаю, что Трамп что он допустил очень серьезную ошибку по ситуации с Ираном. И вполне вероятно, что в Америке его будут близкие убеждать отходить в сторону потихонечку. И для него, для его семьи, для его команды, в конце концов, намного лучше, чтобы к власти в Америке пришел следующий республиканец, допустим, Венс, а не условная Камала Харрис или условный а-ля Байден или кто-нибудь из этой когорты. Потому что потом обратка полетит. Также это все я к тому, что как только тема с Ираном закончится, к ней будут плюсовать тему по Украине. Трампу, его окружению очень выгодно будет показывать американскому избирателю, что и в Украине они закончили войну, и в Украину, в коррупционный ее режим, они перестали передавать деньги или передавать оружие. Более того, если украинский режим властный сегодня этого не поймет, они усилят давление на него вплоть до преследования членов этого украинского режима, уголовного преследования за мошенничество с американскими финансовыми ресурсами. Ответ на ваш вопрос. Да, Окончание войны в Иране ускорит окончание войны в Украине, на мой взгляд. Вот так. Вот такая взаимосвязь. Максим Гольдберг был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Вам спасибо. Всего Друзья, доброго. подписывайтесь на Максима, ставьте лайк, телеграм-канал, ютуб-канал. Милости просим. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.